Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рыбного блюда нам понадобится 2 скумбрии. Выкладываем рыбу на стол, делаем надрез наискосок под плавник, затем разворачиваем нож и ведем вдоль хребта, срезая верхнее филе. Вот такое филе получается. Затем рыбку переворачиваем. Снова делаем надрез наискосок под плавник, разворачиваем нож, ведем его вдоль хребта и срезаем второе филе. Повторяем процесс со второй рыбкой. Затем реберные кости вместе с черными пленками и внутренностями срезаем и удаляем шкуру. Этому трюку меня научила корейская семья. Вместо надоевшего лосося теперь я всегда буду готовить скумбрию так. Рецепт удивил всех моих гостей. Скумбрия вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Дешево и полезно. Жареная рыба уже в прошлом. Невероятно простой и доступный рецепт, очень легко готовить. Если вы не знали, что приготовить на ужин, этот рецепт просто находка. Рыбу больше не жарю, любители рыбы не смогут пройти, не попробовав его. Рыба с овощами – это не только вкусно, но и очень полезно. Великолепный обед или ужин готовится из простых и доступных продуктов. Быстрый, простой и вкусный рецепт. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить скумбрию вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь на каждом филе делаем надрезы, не разрезая рыбку, на расстоянии 1 см друг от друга. Замаринуем скумбрию. Филе солим по вкусу. Я на 2 рыбы скумбрии с 2 сторон использую половину чайной ложки соли. Добавляем черный перец по вкусу. Также нам понадобится половина чайной ложки специй к рыбе. Посыпаем рыбку специями. Поливаем каждое филе несколькими каплями лимонного сока. Также поливаем каждое филе несколькими каплями растительного рафинированного масла. Смазываем филе. Затем переворачиваем рыбку. И также солим и перчим с каждой стороны. Посыпаем специями к рыбке. Поливаем лимоном. И растительным маслом.
Смазываем рыбку. Оставляем скумбрию промариноваться на 15-20 минут. Так как она филирована, то этого ей будет достаточно. Займемся овощами. Мелким кубиком нарезаем один репчатый лук. Отправляем в миску. Также нам понадобится 3 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И мелко нарезаем. Добавляем к луку. Теперь нам понадобится 2 маринованных огурца весом 50 грамм. Нарезаем мелким кубиком. Отправляем огурцы к луку. Мелким кубиком нарезаем 1 красный сладкий болгарский перец. Добавляем к овощам. Один сочный спелый крупный томат также нарезаем некрупным кубиком. Отправляем в миску. Мелко нарезаем пол пучка петрушки. Добавляем к овощам. Теперь к овощам добавляем 2 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку французского соуса с горчицей, 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, 2 столовые ложки соевого соуса. Хорошенько перемешиваем. Овощная подушка готова. Форму для выпекания смазываем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла и перекладываем половину овощей. Равномерно распределяем овощи по форме. На овощи выкладываем филе рыбки. Выкладываем вторую часть овощей на филе скумбрии. Также нам понадобится 2 слайса сыра. Нарезаем сыр и выкладываем поверх овощей. Для приятного сливочного вкуса нам понадобится 20 грамм сливочного масла. Тоненько нарезаем
и раскладываем масло по овощам. Накрываем скумбрию с овощами фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Смотрите по своей духовке. Великолепная скумбрия с овощами готова. Подаем к столу. Просто поставьте рыбу в духовку, вся семья будет в восторге. Такую скумбрию не стыдно подать и на праздничный стол. Очень легко готовить. Вкусный рецепт из простых продуктов. Скумбрия в духовке еще никогда не была такой сочной и вкусной. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 скумбрии. Нам необходимо филировать рыбу. Для этого делаем надрез наискосок под плавник, затем разворачиваем нож и ведем его вдоль хребта. Срезаем филе. Вот такое филе получается. Затем рыбку переворачиваем. Также делаем надрез под плавник. Затем разворачиваем нож и ведем его вдоль хребта, срезая филе. Аналогично поступаем со второй скумбрией. Мало кто так готовит скумбрию. Меня научили этому трюку в турецком ресторане. Скумбрия вкуснее лосося. Рецепт рыбы по-турецки, который поразил всех. Вкусный недорогой ужин из скумбрии. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов. Великолепная идея на обед на каждый день для всей семьи. Не стыдно подать и к праздничному столу. С этого момента я всегда буду готовить рыбу именно так. Если вы не знали, как приготовить вкусную рыбу с жареным картофелем в духовке, этот рецепт просто находка. Затем с филе удаляем внутренности и черные пленки, чтобы рыбка не горчила, и удаляем кости. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. Пишите свой отзыв о рецепте, делитесь своим опытом приготовления скумбрии. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Замаринуем рыбу. Филе скумбрии солим по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли на всю рыбу. Теперь филе перчим по вкусу. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе. Треть чайной ложки сушеного имбиря. И треть чайной ложки сушеного розмарина. Поливаем рыбку 2 столовыми ложками оливкового масла. Хорошенько промазываем каждое филе рыбки. Все специи указаны для общего количества рыбы. Оставляем филе промариноваться на 20-30 минут. Так как рыбка филирована, этого будет достаточно. По истечении времени очистим 2 картофеля. У меня весом 400 грамм. Картошку нарезаем некрупным кубиком. Отправляем картофель в миску. Добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Половину чайной ложки специй к картошке. И 1 столовую ложку оливкового масла. Перемешиваем.
Перекладываем картофель в форму для выпекания и равномерно распределяем. На картофель выкладываем филе. Также нам понадобится один репчатый лук. Лук нарезаем мелким кубиком. Теперь к луку добавляем щепотку соли и щепотку сахара. Жамкаем лук. Выкладываем по 1/4 части лука на каждое филе. Также нам понадобится один спелый сочный томат. Помидор нарезаем некрупным кубиком. Выкладываем по 1/4 части помидора на каждое филе рыбы. Очистим и мелко нарежем 5 зубчиков чеснока. Теперь на сковороде растопим 40 грамм сливочного масла. Отправляем чеснок в сковороду с маслом и прогреваем 1 минуту на умеренном огне. Поливаем по 1/4 части ароматного масла с чесноком каждое филе. Форму для выпекания накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени мелко нарежем полпучка петрушки. На крупной терке натираем 80 грамм сыра, у меня сулугуни. Достаем рыбку из духовки, убираем фольгу и посыпаем петрушкой. Посыпаем натертым сыром и отправляем в духовку еще на 5-7 минут, чтобы расплавился и подрумянился сыр. Запеченная скумбрия с овощами и картошкой готова, подаем к столу. Я всегда буду так готовить рыбу. Невероятно простой и доступный рецепт. Жареная рыба уже в прошлом. Рецепт из ресторана удивил всех гостей. Вместо надоевшего лосося я всегда буду так вкусно готовить скумбрию. Быстрый, простой и вкусный рецепт. Рыба с овощами – это не только вкусно, но и очень полезно. Дешево и полезно, очень легко готовить. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 1 скумбрия. У рыбы отрезаем голову, делаем это наискосок, захватывая плавники. Затем отрезаем хвостик. Теперь делаем надрезы вдоль хребта со стороны спины, отделяя филе от хребта,
при этом не разрезая брюшко, поочередно с двух сторон. Вместо лосося на праздничный стол я всегда буду так готовить скумбрию, в разы вкуснее красной рыбы. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Рецепт, который удивил всех. Просто поставьте рыбу в духовку. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Запеченная скумбрия в духовке – это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы. Теперь удаляем хребет. Удаляем внутренности и черные пленки. Удаляем кости. Приготовим маринад для рыбы. Нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соуса терияки, 1 чайная ложка горчицы и по половине чайной ложки специй к рыбе, гранулированного чеснока и сладкой копченой паприки. Перемешиваем. Маринад готов. Смазываем рыбку половиной порции маринада. И оставляем скумбрию промариноваться на 20-30 минут. Так как рыбка филирована, этого будет достаточно. Затем противень для выпекания застилаем пергаментной бумагой и смазываем 1 столовой ложкой оливкового масла. Перекладываем рыбку кожей вверх. Отрезаем плавник и делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях, пишите свой отзыв о рецепте и делитесь своим опытом, как любите готовить скумбрию вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Смазываем маринадом. Теперь красивенько заворачиваем края рыбки. И смазываем оставшимся маринадом. Отправляем скумбрию в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-30 минут. Смотрите по своей духовке. Пока запекается скумбрия, приготовим гарнир. Овощной салат. Для салата нам понадобится несколько листьев салата айсберг. Салат промываем, отделяем листики и просушиваем бумажными полотенцами. Затем рвем руками на небольшие кусочки.
Также нам понадобится один свежий огурец. Огурец промываем, отрезаем попки, разрезаем на 4 части и нарезаем кубиком. Добавляем огурец к салату. Также нам понадобится 8-9 помидорок черри. Помидоры промываем, отделяем плодоножки и разрезаем пополам. Добавляем помидоры в салат. Добавляем половину чайной ложки французской горчицы в зернах, 2 столовые ложки оливкового масла, соль по вкусу и черный перец по вкусу и по желанию. Перемешиваем, салат готов. Скумбрия, запеченная в духовке, также готова. Подаем к столу. Перед подачей посыпаем зеленью. У меня укроп. Укроп мелко нарезаем. Скумбрия получается невероятно вкусной, сочной и ароматной. Идеально гармонирует с овощами. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Я всегда буду так готовить скумбрию. Если вы не знали, что приготовить на праздник, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.